Итак, всем привет! Меня попросили рассказать про щиты, поэтому давайте посмотрим. Щиты открываются после прыжковых двигателей. Первым делом мы получаем вот такой вот блок, потом, соответственно, после его постройки эти блоки. Что такое щиты? Ну, я нахожусь сейчас в игре про космические корабли, космические станции, перелеты между планетами, и поэтому, мне кажется, у космического корабля должен быть щит. И этот мод решает эту проблему. Есть вот такой вот блок, Shield Controller, то есть это просто блок, который управляет щитами. Есть два варианта, какой вам больше нравится, такой и ставьте. Мне нравится больше вот такой вот вариант, потому что, так, визуально отображает как бы корабль, как бы щит и все такое. Мы открываем его настройку и видим, что, ничего не работает. ХП щита по нулям, написано отказ эмиттера. То есть, окей. Сюда мы пока не лезем. Пишет отказ эмиттера. Что такое эмиттер? Эмиттер это вот эта вот штучка. Она бывает тоже в нескольких вариантах. Бывает вот такая вот маленькая. Бывает вот такая вот большая. Это версия для станции. Вот буквально написано Station Shield Emitter. И бывает вот такая вот версия, компактная версия. То есть для корабля мы ставим либо вот эту вот версию компактную, либо вот эту вот версию. Это уже тоже выбирайте как хотите. И позже я покажу, куда нужно это ставить. Пока что мы находимся как бы на станции, поэтому ставим вот такую версию. Так, поставили ее, и все начало сразу же работать. Теперь вопрос, а что вообще происходит? Открываем вот эту вот панельку и смотрим. Так, ХП 187 тысяч. Полная зарядка 200 секунд. Окей. Плотность блоков, все вот это, просто информация. Теперь вопрос, а что мы вообще сделали? Так, и чтобы понять, что мы вообще сделали, поставим вот такое вот кресло, чтобы у нас был лучший вид. Открываем панель управления, открываем щит. Крутим чуть-чуть вниз и смотрим. Выберите вид щита. То есть это визуальный вид, как он будет отображаться. Ну, допустим, не знаю, там зелененький хочу. И видимость щита. Когда он будет отображаться? Пока что стоит Visible on Hit, то есть видимый при попадании. Если кто-то в меня попадает, щит отображается. Never Visible это никогда, Always это всегда. Ставим Always, и появляется вот такое вот чудо, но, допустим, нам оно не подходит. Как нам его исправить? Опять же, открываем эту панельку, крутим вниз и смотрим вот эти вот параметры. Ширина щита. Окей, допустим, поставлю там 20. Окей, я этого даже не знал. Минимальный размер щита 30. Ух ты. То есть вот, он уже буквально стоит минимальный. Окей. Давайте тогда подредактируем чуть-чуть, чтобы оно закрывало больше всю платформу. Вот так это все выглядит со стороны. То есть теперь как бы платформа под защитой. Если в нее кто-то стрельнет, первым делом урон примет на себя щит, а не какие-то блоки. Теперь давайте поговорим про ХП щита. 187 тысяч. Как-то маловато, вы не думаете? Может, там парочку миллионов было бы неплохо. Но как их увеличить? Самый простой способ это поставить побольше батареек. Вы можете ставить обычные батарейки, то есть любой вообще вариант подходит. Вот можете ставить обычную батарейку. Открываем, смотрим ХП щита. 249 тысяч, уже увеличилось. Я буду ставить вот такие вот батарейки. Это батарейка из мода. То есть сколько там было? 249. Раз, два, три. Видим, что щит начал заряжаться. Вот слева снизу такая вот
панелька, которая показывает информацию про щит. То есть сейчас он активно заряжается, это вот зелененькая полосочка, а в центре вот эти ячейки это хп щита. Так, было 249, стало 771. Окей, но как будто бы мне этого все равно мало. Давайте я, не знаю, поставлю реактор. Вот. Хочу поставить реактор на свою базу. Ставлю реактор. Опять же, тоже модовый реактор. Можете ставить обычный реактор. Все будет прекрасно работать. Открываем и видим 5 миллионов. Ух ты. Вот это уже дело. 8 миллионов. Это, видимо, реактор подрубился на полную. Хорошо, допустим. Хочу еще один реактор. У меня же, большая база. 16 миллионов хп. Ну, супер. Щит перезаряжается вот столько. Щит, кстати, адаптируется. Это понятное дело. То есть, к примеру, если мы увеличим размер щита, допустим, ширину, то есть 12500, увеличили, оп, щит уменьшился до 4 миллионов. Но при этом сам по себе он теперь просто огромный. Вот он, такой вот щит. Над этим всем экспериментируйте, делайте все, как вам надо под свою базу, и оставляйте некое расстояние между щитом и базой, потому что, щит иногда можно пробить. Давайте посмотрим на следующие блоки. То есть эмиттеры, есть контроллеры. Дальше у нас открывается вот такой вот Shield Enhancer. Enhancer — это типа улучшение. Я его поставлю, я его выключу. Так, что мы видим? 12500 перезаряжается 170 секунд. Мы включаем его. И теперь не 12500, а 125 миллионов хп. И заряжается намного больше. Что этот блок делает? Он, как я понял, на короткое время увеличивает намного больше хп щита, но при этом и потребление энергии тут просто невероятное становится. Ну, в общем, это уже прям для продвинутых баз. Вот такой вот механизм. Сильно больше увеличивает хп щита. И все в таком духе. То есть мы выключаем. Ой, я не то выключил. Я выключил сам щит. И да, с этим иногда есть проблемы. Я с этим тоже покажу вам моменты. То есть я сейчас случайно выключил щит, я его включаю, и у нас хп щита на нуле. Вот это вот проблема. Но я чуть-чуть позже объясню, как это правильно делать. Дальше. Модулятор. По дефолту каждый щит выбирает все сам. То есть он сам понимает, какой по нему урон наносится, сам принимает решение, против какого урона адаптироваться. Это можно будет увидеть, когда по вам стреляют. Опять же, вот снизу слева панелька, там будет в зависимости от того, какой снаряд по вам летит, это энергия, это баллистика, он будет меняться, вот этот вот значок, и модулятор позволяет менять это все по желанию. То есть, что нам нужно сделать? Нам у щита нужно выключить вот это вот автоматический менеджмент. Нам там тетя что-то говорит про то, что щит будет перезапущен. Вот, щит перезапускается. И теперь мы можем модулятором управлять. То есть мы можем сделать баланс в сторону энергии, сделать баланс в сторону кинетики, либо оставить вот тут. Также тут всякие настройки, кто может проходить, кто не может проходить. У щита также есть некоторые настройки, которые можно увидеть вот тут. То есть берем вот этот вот щит и видим кучу настроек. Это все лучше изучать самостоятельно, но вкратце, что я прям советую, это использовать вот эту вот настройку и вот эту вот настройку. Первое — это статус щита вверх-вниз. Второе — это щит вкл-выкл.
вы видели, что я случайно выключил щит, и его хп обнулилось, когда я его включил. Как этого избежать? Мы не выключаем щит, мы сначала его опускаем на единичку. То есть я выставил вот статус щита опустить вверх-вниз. Еще раз показываю. Вот статус щита вверх-вниз. Я сначала нажимаю единичку. Щит опустился, щита нету. И теперь нажимаю вкл-выкл. То есть опять же, оп, вкл-выкл. Нажал. Все. Теперь щит полностью выключен, но при этом его хп сохранилось. Он не заряжается, не опустошается, и он как бы выключен просто. Как его включить? В обратном порядке включаем. Если выключали мы 1-2, то включаем его 2-1. Сначала включаем сам щит, потом поднимаем его статус щита. То есть включили щит, подняли статус. Оп, все заработало. И опять же я говорил про модулятор. Вот слева снизу видно, как там, короче, модулятор вот этот работает. То есть если мы, к примеру, сейчас пойдем сюда и выберем вот сюда вот баланс, там ячеечка такая сместилась. Она указывает теперь в сторону энергии. Если мы выберем в сторону кинетики, оно сместится вправо. Я практически никогда не использую этот модулятор. Скорее всего, это крутая штука. Скорее всего, ее надо использовать. Но обычно я просто ставлю на автомат и все. Еще у щита есть такая штучка, как вот это вот, шунтирование щита. Что это такое? Это довольно-таки прикольная темка. Возможно, она, кстати, не работает на станциях, я не уверен. В общем, как я это понимаю? Мы включаем шунтирование и можем выбирать, куда перенаправить щит. К примеру, мы где-то в астероиде. Где астероид? Вот астероид. К примеру, у нас база стоит где-нибудь вот тут. Нам не нужно защищаться со стороны астероида. Нам нужно защищаться с этой стороны, с этой стороны, с этой стороны и с этой стороны. Мы подрубаем вот это вот самое шунтирование и выставляем стороны, которые нам надо. И давайте к следующим блокам. Огромный, просто огроменный по размерам вот такой вот блок. Я его, если честно, никогда не ставил на свою базу, но судя по тому, что тут написано, Air Pressurizer, он сдерживает воздух. То есть, к примеру, мы ставим этот блок, вот он у нас стоит, вот тут какая-то информация, все такое. Мы это все должны подключить, конечно же, к источнику воздуха. То есть у вас на базе стоит O2H2 генератор, там кислородные баки, все такое. И, судя по всему, когда это все прекрасно настроено, здесь должен быть воздух в пределах щита. То есть тут нет воздуха, залетаем сюда, тут появляется воздух. Звучит прикольно, но блок очень огромный, и это нужно на самом-то деле прям для больших баз. А так я его обычно не использую. Вот, а теперь про нюансы щитов. То есть, опять же, вы видели, что я случайно его отключил, хп у щита пропало. Примерно такая же ситуация есть с кораблями. Но с кораблями это все работает чуть-чуть по-другому. Если на базе есть вот такой вот щит, то все работает прекрасно. То есть, к примеру, вот корабль, мы сели в корабль, допустим, мы прилетели на базу, и мы хотим пристыковаться к базе. Что мы делаем? Конечно же, стыкуемся. У корабля есть свой щит, то есть вот он полностью заряжен, 10 миллионов хп. Тут все пока что не настроено, но я покажу чуть позже. Стыковка со станцией. Что мы делаем? Мы нажимаем стыковка, то есть у нас есть коннектор, переключаем стыковку. Оп, все, статус щита пропал. Щит как бы тоже пропал у корабля, но при этом сам щит все еще работает. Просто вот, у него статус приостановлен. А щит, который на базе, он резко получил кучу хп. То есть у него было около там 12, теперь у него 27. За счет того, что он это хп берет у корабля.
ХП щита полностью зависит от батарей, реакторов и вот всего, что дает энергию. То есть у станции теперь 27 миллионов ХП, было 12. Мы подключили корабль, соответственно, ХП увеличилось. Мы отключаем корабль, щит у корабля все еще рабочий, у станции ХП уменьшилось. Теперь показываю проблему. А что если у станции нету щита? То есть, если посмотреть, этот блок стоит невероятное количество ресурсов, и строить его очень долго. И вот если вы на ранней стадии, у вас маленький кораблик со щитом, и вы хотите подключиться к станции. Допустим, у станции нету щита, допустим, это все у нас выключено, это все не работает. И мы хотим подключиться к станции. Что мы делаем? Мы, опять же, подлетаем и стыкуемся. И теперь есть проблема. То есть у станции этот, представим, что его нету. Этого блока нету, ХП в нем нету. Вот. Есть только контролинг тейбл у корабля. Было сколько там? 12 миллионов ХП, стало 18. То есть теперь корабль берет ХП у станции. Окей, допустим. А теперь, вы видите в правом нижнем углу, что потребление энергии 90%, и энергии хватит всего на 9 минут. Я, конечно, в креативе, мне все равно, я вам просто объясняю это, но в реальном выживании, когда у вас каждый раз при подключении корабля к станции идет потребление энергии 90%, и когда ваша энергия постоянно туда-сюда гоняется, это очень плохо. Особенно если это бессмысленная трата энергии. То есть, окей, допустим, я заряжаю сейчас себе щит, допустим, я зарядил себе 17 миллионов хп, но мне нужно дальше куда-то лететь. Я отсоединился, полетел. Было 17 миллионов хп, стало 10. Почему? Потому что база отключилась. То есть корабль сам по себе. У него нету энергии с базы. И зачем мы тратили энергию? Зачем мы просто так только что тратили кучу энергии? Да незачем. Теперь показываю, как это фиксить, как это предотвратить. Опять же, выбираем Sheet Controlling Table или Sheet Controller, что у вас там. Статус щита. Вверх-вниз. Щит. Вкл-выкл. Опять же, то же самое. Сначала... Хотя ладно, давайте вот так покажу. Для начала, как вообще настроить щит на корабле? Открываем Controlling Table, видим HP, видим все вот это, окей. Но, допустим, мы хотим поменять размер щита, и мы хотим, в принципе, видеть сам щит. Мы спускаемся чуть ниже, выбираем, что нравится, допустим, вот это, и выбираем всегда отображать. О, появился щит. То есть теперь мы видим щит. Давайте я выберу вот такой цвет, чтобы это было прям заметно видно. То есть вот такой вот у нас появился щит, вот такой у него размер. Но, допустим, какой-то он большой чуть-чуть. Открываем щит и видим вот эту настройку. Щит подходит. Это то, насколько щит подходит под размеры корабля. Если он большой, делаем меньше. То есть, допустим, 10. Сделали 10, ХП возросло. Потому что щит уменьшился, ХП возросло. Если увеличивать щит, допустим, не 15, как было, вот 10,1, а там 20, стало сразу же 8 миллионов хп. Это все адаптируется, это все вы выставляете под себя. Также есть типа сферический щит, если у вас вдруг какой-то сферический корабль, или если щит не понимает, какой формы у вас корабль, ставим сферический и меняем то же самое. Также есть параметр укрепить щит. Что он делает? Он укрепляет щит, щит становится просто огромных размеров. ХП у него, конечно, из-за этого уменьшается, но зарядка щита кратно увеличивается. Это такой экстренный момент, он используется крайне редко, но иногда может помочь. Также смещение ширины, то есть туда-сюда, куда вам надо, туда и смещайте.
Так, и теперь показываю, что надо делать, когда подключаемся к станции. Допустим, я прилетел с долгого путешествия, корабль разряжен, ему нужна дозарядка. Если просто поставить батареи на зарядку, щит уменьшится, как мы помним. Если включить, точнее, если снять их с зарядки, щит увеличится. И энергия, опять же, будет туда-сюда гоняться просто так. Как это все делать? Подлетели мы к станции, мы опускаем щит, выключаем щит. Опустили, выключили. Все, спокойно пристыковываемся, ставим на зарядку, заправляем баки, перегружаем предметы, все, что вам надо. Делайте, что хотите. После этого мы все зарядили, мы отстыковываемся от станции, и мы в обратном порядке сначала включаем щит, потом поднимаем ему статус. Включили, подняли статус. Все, щит абсолютно такой же самый, как был до того, как мы его выключили. В принципе, я думаю, на этом все. Вот такой вот был нюанс про подключение щита, точнее, подключение корабля к станции. И это вам спасет огромное количество энергии. Теперь про сам корабль. Как на корабль поставить щит? Вот у вас есть корабль. Вы все уже сделали, как хотите, как вам нравится. Вам нужно поставить щит. Мы берем вот такой вот блок. Опять же, это Shield Controlling Table. Вот он. Либо этот, либо этот. И ставим его на корабль. Поставили на корабль, идем на улицу. На улице ставим вот этот блок. Shield Emitter. Поставили эмиттер. Все прекрасно. Щит начинает заряжаться и все такое. Можете его настраивать. Щит-эмиттер нужно ставить обязательно где-нибудь вот тут, чтобы он видел как бы поверхность, чтобы, ну, он не был где-то там внутри корабля, где-то в корпусе. Нет, он всегда должен стоять как-то вот так. То есть либо вы его ставите вот так, либо, ну, вот такой вот вариант можете поставить где-нибудь. Но в любом случае его нужно ставить, чтобы он видел свет, так сказать. Ну, я думаю, на этом все. Настраивайте щит, меняйте его размеры, адаптируйте его ХП. Итак, нашел я цель для демонстрации. Какой-то корабль пиратов. Как видите, сверху у него есть щит ХП. То есть у него ХП сейчас полное. Он тут летает какое-то время. Что мы можем сделать? Мы можем пустить в него, к примеру, ракетку, посмотреть, сколько она нанесет ему ХП по щиту. Все, в него полетела ракетка, надеюсь, он ее не собьет. Оп, все, у него нету щита. То есть, окей, мы ему сбили щит. Теперь мы его можем, ну, к примеру, с рельсотрона вот так вот выстрелить. Я не буду в него стрелять, он нужен мне живой. То есть, бам, выстрелили с рельсотрона, врубили еще какие-то пушки, пустили еще какую-то ракету. И, ну, корабль обезврежен. Если бы щитов не было, мы бы просто пустили в него ракету, и он бы сразу же моментально умер. А так мы можем, ну, хоть как-то аккуратно его захватить. А теперь давайте посмотрим вообще, как он по мне будет стрелять, как это все выглядит, как это все отображается, что мы вообще сможем увидеть. Так, он меня заметил, у него появились дружки. Все, мы просто пролетаем мимо, смотрим урон по себе. Вот, по мне пошел урон. Это, конечно, маленький урон, это всего лишь дроны, но рано или поздно он будет отображаться. Вот был урон от рельсотрона. Смотрим. Ага, ХП чуть-чуть уменьшается, но оно довольно-таки быстро восполняется. Корабль довольно-таки крутой, щит у него тоже довольно-таки крутой. То есть, ну, особо сильно не проседаю по ХП. Да и что-то у него как-то вооружения особо нет у этого корабля. Ну, то есть, понятное дело, был бы корабль крупнее, было бы у него вооружение крутое, особенно вооружение из модов, было бы намного больше урона по мне. Опять же, вы видите многочисленные попадания по щиту, но при этом урона абсолютно нету. Потому что, ну, такие маленькие дроны не наносят значительный урон. Особенно, опять же, используя дефолтное вооружение. То есть вот, щит чуть-чуть проседает, но моментально восполняется. Что можно сделать? Допустим, давайте увеличу щит.
Окей, ХП уменьшилось, но, опять же, он просто слишком крутой для них. И забавные приколы со щитом. Его можно использовать для тарана. То есть вот передо мной стоит дрон, и вот так вот делаю. Оп, протаранил его. И вот, слева снизу появились два оранжевых кружочка. Это перегрузка щита. Если щит перегружается, он может просто выключиться. Это проблема. За этим нужно следить, за этим нужно обращать на это внимание. То есть, видите, они по мне лупят, у меня щит уходит как бы в перегрузку. И рано или поздно под плотным огнем щит упадет. Также перегрузка случается, если, допустим, я сейчас влечу в этот корабль, главное в него не промахнуться. То есть вот, я лечу в корабль, смотрим за щитом. Бум. Я ему, кстати, повредил щит. Вот, видите? То есть это стадия повреждения щита. И, допустим, если я стрельну, оп, могу еще ему повредить. Либо, допустим, давайте там вооружение подрублю. Посмотрим на то, как мой корабль по нему стреляет. Фиолетовый, белый. Это, короче, разные стадии повреждения щита. То есть по дефолту щит у вас цельный. Когда по вам начинают стрелять, щит становится белым, потом красным, потом фиолетовым, а потом и вовсе падает. Красный, фиолетовый. Все, он уже получает урон. Щит еще не упал, он уже получает урон. Так работает система пробития щита. В принципе, я думаю, на этом все. Вы увидели стадии пробития щита. Я объяснил, что такое перегрев. То есть, если по вам долго стреляют, даже мелкие дроны, они вам перегревают щит, и щит отрубается. В принципе, я думаю, на этом все. Если остались какие-то вопросы, задавайте, попробую на них ответить. А так, ссылка на мод в комментариях. До новых встреч!